Привет! На связи Академия покера. Понравился предыдущий выпуск? Мы рассмотрели самые часто используемые термины на букву А. А вам знакомы такие слова, как бадуги, бамхантинг, бэкдор? Нет? Сегодня у нас на очереди буква Б и все самые интересные термины из нашей любимой игры. С нетерпением ждешь следующего выпуска словаря покера? Поддержи нас лайком под видео и подпишись на YouTube-канал, чтобы быть в курсе самых последних новостей из мира покера. Воу-воу, небольшая остановочка. А что если мы скажем, что существует способ узнать свой уровень скилла в покере, при этом потратив максимум 15 минут? Проходи покерный аудит, узнавая, что именно отделяло тебя от побед все это время. Все твои сильные и слабые стороны в одном месте. Подробности в описании. В наших выпусках мы рассматриваем как и часто используемые термины, так и довольно редкие. А сколько необычных терминов из покера на букву «Б» ты знаешь? Давай проверим. Присаживайся, делай умное лицо и захвати горячего чаю. Мы начинаем. Бабл – стадия игры в покерном турнире, на которой должен вылететь последний участник, не вошедший в призовую зону. Таким образом, после бабла каждый из оставшихся участников турнира гарантированно получит призовые. Например, в турнире с 50 оплачиваемыми местами 51 место и будет баблом. Бабл-бой – игрок, который покинул турнир на стадии бабла. Другими словами, это игрок, который вылетел из турнира последним, кто не попал в призовую зону. Так, в турнире с 50 призовыми местами, выбывший на 51 месте игрок называется бабл-боем. Бадуги – относительно молодая разновидность покера, объединившая в себе черты дро-покера, лоу-болла и холдема. Комбинации собираются из 4 карт на руках, общие карты отсутствуют, участники могут менять от 0 до 4 карт на протяжении 3 улиц. В бадуге побеждает слабейшая рука, в понимании классических видов покера, состоящая из карт разного достоинства и без спаренных карт. Самая лучшая рука называется бадуги-рука и имеет вид туз 2-3-4, где все карты разной масти. Buy-in – сумма денег, необходимая для участия в турнире или кэш-игре по покеру. Обычно эти деньги меняются на фишки для удобства игры. Buy-in в турнире формирует общий призовой фонд, а часть денег идет на сбор покер-рума – рейк. Например, в турнире 10 плюс $1, 10 формирует призовой фонд, а $1 – рейк. В кэш-играх buy-in составляет изначальный стэк игрока и обычно равен 100 большим блайндам. Бамхантинг – это выборочная игра исключительно против слабых соперников. При бамхантинге игрок чаще ищет столы с так называемыми фишами, чтобы за счет рекреационных игроков получить прибыль. Многие покер-румы борются с бамхантингом, ограничивая количество одновременно играемых хедз-ап столов или используя случайную рассадку. Банк – общие деньги на покерном столе, состоящие из отдельных ставок каждого участника. Банк забирает победитель раздачи. Если на шоу-дауне идентичные комбинации собрало 2 и более участников, то пот разделяется между ними в равных пропорциях. В безлимитных видах покера размер ставки обычно зависит от банка, например, ставка в полпота или в 2/3 пота. Баттон – позиция игрока в покер, расположенного на месте дилера. Баттон считается самой выгодной позицией в покере, так как игрок на баттоне последним действует на флопе, терне и ривере. Баунти-турниры – вид многостоловых турниров, в которых помимо общего призового фонда игроки получают дополнительную награду за выбивание каждого оппонента. Размер этой награды, называемой баунти, может быть стандартным или зависит от конкретного выбитого игрока. Buy-in и баунти турниров обозначаются следующим образом: $50 плюс $50 плюс $5, где первые 50 идут на формирование основного призового фонда, вторые 50 на баунти фонд, а 5 – это рейк. Без позиции. Этим термином обозначают игрока, который на текущем этапе торгов находится в более ранней позиции, чем его оппонент, то есть он должен первым принимать решение. Без позиции на постфлопе будет играть малый блайнд или первый оставшийся игрок слева от малого блайнда. Out of position – невыгодная позиция, так как игрок действует первым, еще не зная, как походит оппонент. Бесплатная игра – игра в покер, не требующая вложения денег. Бесплатно можно играть в различных онлайн-приложениях или покер-румах на условную валюту, которая восполняется в случае полного проигрыша. Также бесплатная игра в покер возможна при участии в фри-роллах, турниры без взносов, где выигрыши выплачиваются реальными деньгами. Бесплатная карта – возможность посмотреть следующую карту терна или ривера без необходимости делать ставку. Например, если в хедзапе первый игрок делает чек на флопе, то второй игрок получает возможность увидеть бесплатную карту терна. Бет – первая ставка в текущем раунде.
Бет возможен лишь в том случае, если до игрока, делающего его, никто в этом раунде торгов еще не вносил деньги в банк. На префлопе бетом считается обязательная ставка большого блайнда. На всех улицах постфлопа бет – это первая ставка. Блайнд – обязательная ставка в покере, которую делают игроки еще до раздачи карт. Также блайндами называют игроков, которые находятся на позициях, делающих эти слепые ставки. Используется в таких разновидностях покера, как холд'ем, омаха, дро-покер, лоу-болл, бадуги. Существует малый и большой блайнд. Размер первого обычно в 2 раза меньше второго. Цель выставления блайндов – формирование начального банка для мотивации игроков участвовать в раздаче. Бланк – карта борда, которая не усиливает руку ни одного из участников и не дает им дополнительные ауты. Например, если у одного игрока на руках червовый одномастный король и туз, у другого бубновый 5-6 треф, а на борде червовые 4-7 и валет треф, то вышедшая на терне 2 пик будет бланковой картой. Эта карта не помогла в составлении флеша первым игроком и составлении стрита вторым, не принесла им пару, а значит и не усилила руку. Блеф. Это действие игрока в покер, которым он хочет продемонстрировать, что его рука сильнее, и заставить оппонентов сбросить карты, на самом деле владея слабейшей комбинацией. Блеф является неотъемлемой частью оптимальной стратегии в любой игре по покеру. Обязательное условие прибыльного блефа – fold equity оппонентов должно быть выше шанса пота. Блеф-кетчер – очень слабая рука, способная побить на ривере только блеф оппонента. Это может быть низкая пара или даже хай-карта, например, туз или король. Если игрок коллирует блеф соперника с рукой блеф-кетчер и выигрывает банк, то такой кол называется hero-колом – героический кол, так как для уравнивания ставки со слабой рукой игроку нужно проявить смелость и рискнуть крупной суммой. Борд – это карты на столе, которые могут быть использованы всеми игроками для составления комбинаций в разновидностях покера с общими картами. Например, в холдеме и в омахе это карты флопа, терна и ривера. Борд, или как его еще называют, доска – термин, обозначающий и карты флопа с терном, и полностью все 5 общих карт. Бродвей – название комбинации стрит, которая заканчивается тузом и имеет вид 10, валет, дама, король, туз. Таким образом, Бродвей – это самый старший стрит из всех возможных. Карты, из которых состоит Бродвей, называют бродвейными картами. Также разделяют карты верхнего Бродвея – дама, король, туз, и нижнего Бродвея – 10 и валет. Быстрый покер – формат онлайн-покера, в котором игрок, сбросив карты, сразу же попадает за другой стол, где начинается новая раздача. Быстрый фолд может быть недоступен, если игрок находится на блайндах, а соперники не делали рейс. В зависимости от покер-рума этот формат может называться по-разному. Впервые быстрый покер появился в комнате Full Tilt, где получил название Rush Poker. В самом популярном руме Poker Stars данный формат называется Zoom Poker. Bad beat или переезд. Этим термином в покере называют ситуацию, когда игрок с изначально сильнейшей рукой проигрывает игроку со слабейшей рукой, неожиданно усилившейся и победившей. В такой ситуации говорят, что карманные тузы первого игрока переехали. Бэкдор – неготовая комбинация стрит или флэш, до завершения которой нужны 2 определенные карты. Например, если у игрока на руках валет червей, король червей, а на борде выходит бубновая 3, 8 червей и туз пик, то он собрал бэкдорное флэш-дро – комбинация, которая завершится при выпадении на терне и ривере 2 карт червовой масти. Второе название бэкдора – раннер-раннер-дро. Понравился выпуск? Твой голос очень важен для нас. Оставляй комментарий под роликом и не стесняйся высказать свое мнение. Кстати, не забудь подписаться на наш YouTube-канал и поставить колокольчик, чтобы быть в курсе всех последних новостей из мира покера и прокачивать свою игру вместе с нами. Так что же такое покерный аудит? Это тест, который занимает всего 10-15 минут, по прохождению которого ты будешь знать, верную ли ты выбрал дисциплину, правильно ли используешь свои умения и как начать играть лучше. А вдруг ты все это время наступал на одни и те же грабли? Тест покажет. Вот как будут выглядеть результаты. Посмотри. Переходи по ссылке в описании и получи профессиональную оценку твоих навыков без каких-либо вложений. Твой успех в покере только в твоих руках.